Добрый день, дорогие тельцы! Добро пожаловать на мой канал. И это видео ваш гороскоп на август 2025 года. Ну что, мои дорогие продуктивные, присаживайтесь поудобнее. Будем разбираться, как же сложится на вас август, какие возможности он вам принесет и как из минусов сделать плюс. Иначе для чего нам еще нужна астрология, да? Ну что, ребят, готовы? Это гороскоп подекадный, поэтому что работает с одной декадой, совершенно по-другому работает для другой декады. Ребят, не потому что я кого-то больше или меньше люблю, потому что аспекты имеют свою длину, имеют свои градусы. И здесь нужно это понимать. Это просто геометрические. Иногда они складываются, иногда они не складываются. И в связи с движениями планет на каждую декаду тельцов будет совершенно разное влияние. Это прошу учесть. И если у вас, конечно же, в жизни происходит нечто другое, что я рассказываю, то тогда пишите в комментариях свою дату, время, место рождения и ваш вопрос обязательно, потому что общие тенденции я сейчас расскажу, но я не вижу домарные сетки и еще другие события, которые есть в вашей личной жизни, и я прошу это учитывать тоже. Я надеюсь, мы здесь все взрослые люди и это понимаем. Ну что, ребят, поехали. Июль 25-го у нас выдался такой достаточно напряженный на смену движения планет. У нас и Уран поменял знак. Скажите, как чувствуете себя тельцы третьей декады? Как случилось, что вот вы сейчас, вот, конечно, он в первом градусе близнецов еще немножко чувствуется вот это вот напряжение, давление, но все-таки гораздо легче. Скажите, ребят, не сказала, что первая декада тельцов это те, кто родился в апреле, если вы по солнцу смотрите, вторая декада, кто родился с 1 по 10 мая, третья декада, кто родился с 11 мая и до знака зодиака Близнецы. Если вы смотрите этот гороскоп по асценденту, ваш асцендент тельцы, тогда 30 градусов тельца делите на 3 отрезка. И то есть с 1 по 10 градус, если попал ваш асцендент, это первая декада, с 11 по 20 это вторая декада, с 21 по 30 градус это третья декада тельца. Вот такая история. Ну что, ребят, как ваше настроение от ушедшего Урана? До 7 ноября он будет в Близнецах, не будет влияния от него на вас. Потом, конечно же, к концу зимы тельцы третьей декады до 26 апреля 2026 опять прочувствуют вот эту напряженную ситуацию, когда все в жизни меняется. Как у вас связана была ситуация с Ураном, что в вашей жизни происходило? Как правило, это либо смена работы, либо развод, переезд, либо очень сильно натянутые отношения. Кто справился, те остались с семьей, остались на работе, но тряски, качели однозначно были. Это было не просто прекрасно, понимаю. Вообще с 2017-2018 года Уран у нас по тельцу шел, и у многих тельцов поменялась очень сильно жизнь, потому что это соединение с Ураном, это самый сильный аспект, самый сложный, поэтому здесь, конечно же, ваша жизнь полна была изменений. На ближайшие 7-8 лет он будет влиять на близнецов. Никакого влияния не будет на вас, тельцы. Но вот только вот 26 апреля 2026 года он уйдет в близнецы и больше на нашей памяти не вернется в знак тельца. Поэтому здесь будет вот прям хорошо. И июль, и август точно тельцы третьей декады будут чувствовать некое расслабление. Некое расслабление от Урана, и уже, правда, начнется к осени, к коридору затмений подкатывать вот это настроение фон, потому что там и коридор затмений, там и Лилит перейдет в третью декаду Скорпиона и будет делать оппозицию к Солнцу Тельцам третьей декады. Поэтому здесь, ребята, я скажу, что если вот так коротенько подытожить, да, что у нас не ретроградный Меркурий будет на главной, на арене, да, хотя ретроградный Меркурий тоже будет давать такие возможности переговоров, но больше влиять все-таки будет на тельцов второй и первой декады, да, то есть когда можно себе что-то в жизни изменить и не в лучшую сторону. А у тельцов третьей декады скажу, что вот этот август будет такой немножечко на отдыхе, немножечко подрасслабленно.
То есть вопросики кармических узлов тоже вы прошли. И здесь такой, знаете, вы скажете, ну, наконец-то, неужели мне можно месяц отдохнуть? Я хочу сказать, что на тельцы третьей декады можно отдохнуть. Вот можно отдохнуть, если вы себе ничего не придумали. Но это касается третьей декады тельцов. Никто родился рядом с близнецами. Вот те, кто родился вот прям 18, 19 число, да, вот эти тельцы, да, там 17 число, вот у вас еще есть такая вот, фонит еще ураном, поэтому здесь вряд ли вы сможете расслабиться, а скорее всего будет такое желание куда-то вот уехать, уйти в закат, все бросить, аккуратнее, с близкими, с любимыми аккуратнее, потому что все-таки осень будет непростая, и чтобы вот она не была тяжелой, да, нужно с умом подходить сейчас к принятию решений. Я это вот так говорю для тельцов третьей, да, декады. Тельцы второй декады, скажу так, ребят, на вас Уран не влияет, у вас много других событий. Я скажу, что основное ключевое событие, которое будет на вас влиять, это вот у нас с 18 июля начинается ретроградный Меркурий, и он до 11 августа у нас будет в ретроградном движении. Все это ретроградное движение, он будет идти в квадратуре с Лилит и, естественно, делать квадратуру, а Лилит будет делать оппозицию к солнышку вашему в транзитных картах. Это тельцы второй декады. Поэтому здесь ваши страхи, переживания, волнения, ну, естественно, в конце ретроградности, это 11 августа, захочется, конечно же, еще и высказать все то, что накопилось, потому что ретроградный Меркурий будет в оппозиции с Плутоном. Да, то есть здесь захочется прям пожестить. Не надо так. Будьте аккуратны с близкими, с любимыми. Сможете испортить отношения легко, испортить репутацию тоже. Не надо так делать, будьте аккуратны, потому что все-таки в августе начинается очень активное движение Юпитера по второй декаде Рака, и будет Юпитер это делать потрясающий секстиль к тельцам второй декады. Поэтому для вас, дорогие мои любимые тельцы второй декады, тельцы первой и третьей декады, вы у меня тоже любимые. Но здесь больше все-таки вот сейчас вот любви в этом месяце, как бы я хотела или не хотела, но вот аспекты складываются разносторонние. Вот здесь для тельцов второй декады. Здесь и любовь, и отношения, и работа, и желание жить лучше. Главное, чтобы оно не было основано на ощущении казаться. Хочу как у соседа, хочу как у других, хочу лучше, хочу кого-то переплюнуть, хочу кого-то где-то обойти. И вот если здесь будет история не вашего личного характера, ваших личных достижений, а хочу так жить только чтобы кому-то насолить, вот это так себе тактика. Потому что в период ретроградного Меркурия, конечно же, это все разгуляется, но расхлебывать это потом весь август. Потому что август, я хочу сказать, должен для тельцов второй декады вообще хорошо сложиться, если в начале месяца, вот в период ретроградности, не наломаете дров. Вот здесь тогда получится очень хороший август, понимаете? И здесь тельцы второй декады постарайтесь не жестить, не портить настроение себе и окружающим, не обвинять, не завидовать, не говорить бранные слова. В общем, все, что появляется в ваших мыслях, анализировать и понимать, почему так долго это сидело в вас, почему вас триггерят другие люди, почему вы так долго молчали и не жили той жизнью, которую вы хотели. У вас такое ощущение, что вот оно как-то не так сейчас получилось, как вам бы хотелось. Нужно убирать вот эту вот зависть, зависимость от своих вот негативных качеств, которые заставляют вас сидеть на месте, и начать идти вперед, развиваться, потому что, дорогие, скажу вам так, у нас очень хорошие аспекты грядут, и Юпитер будет всю осень директный, потом и ретроградный, во второй декаде Рака, и будет делать потрясающий секстиль тельцам второй декады. Поэтому здесь вопрос: хорошо заработать денег, хорошо построить в отношениях тот самый уют, комфорт, лемур. И в августе это все будет очень сильно подниматься, потому что у нас ретроградный Меркурий будет идти по второй декаде Льва и будет делать квадратуру
к тельцам второй декаде. И здесь будут возникать все вопросики, и очень ярко, быстро и остро. Не совсем приятно. То есть другие люди будут в прямом смысле вас выводить на эмоции. Вам так будет казаться. Просто ситуации будут складываться таким образом, что на поверхность будут выходить все те моменты, которые вы всегда хотели, но сами почему-то не построили. В связи с какими-то сложившимися обстоятельствами в своей жизни, в мире, где-то постеснялись, смолодушничали, сказали: ой, да я не смогу, сами в себя не поверили. И вот здесь уже вот в августе нужно начинать верить. Вот понимаете, нужно понять, дорогие тельцы второй декады, что нужно начинать с этим разбираться. Потому что если с этим не разобраться сейчас, то у нас грядет коридор затмений в сентябре. Собственно, поэтому это видео выходит, чтобы подготовить. И у нас новый лунный цикл начинается 23 августа, в который входит как раз-таки коридор затмений. Будет очень эмоциональный именно для тельцов второй декады. И здесь будет вопросик, подниметесь ли вы наверх, либо останетесь на том же самом уровне, где живете. Поэтому хочу вам сказать, ребят, и в эмоциональном, и в финансовом плане лучше бы, конечно, подняться. Поднять свои компетенции. Здесь, если вам не хватает уровня профессионализма в работе, как раз таки нарабатывайте, получайте те знания, которые нужны. Если вам нужно съездить в командировку, ездите, не сидите на месте. Юпитер будет очень благосклонен. Здесь новые знания, здесь поднятие репутации, поэтому здесь нужно очень быть аккуратны со своей репутацией, со всеми сказанными словами в период ретроградного Меркурия и после, в августе, да, потому что в августе там у вас будет либо подъем, либо вы провиснете в своих страхах и начнете вот так вот как-то вот провисать. Не надо, ребят. Понимаете, что наши страхи специально сделаны для того, чтобы мы оставались на том уровне. Это удобно всем. Конечно же, когда мы идем, развиваемся, когда мы вступаем в то, что нас пугало, мы в это неизвестное идем, мы осваиваем новые знания, у вас как раз таки на это будет расчет, мы идем в отношения, развиваемся в любви, начинаем в любви говорить на те темы, которые мы очень долго считали, что они табу, что это постыдно, что это не то. Начинайте откровенно говорить в своих отношениях, как вам хочется, чтобы было в отношениях. Неважно, это про секс, это про любовь, это про финансы, потому что не нужно убирать эту историю, что вот мы тельцы, и нам финансы не нужны. Что значит не нужны? Денежный знак очень даже важны. Стабильность, финансы, комфортная жизнь, это все очень даже важно. Не потому, что у соседа это есть, нет, потому что я в принципе это хочу, это база, это основа. Вот если кто вас спросит, что такое основа для тельца, вот основа, база, фундамент – это комфорт. Уровень комфорта, который вот вам очень сильно важен для того, чтобы начать движение вперед. Но для того, чтобы это появилось, это нужно четко понимать, к своему комфорту стремиться, понимаете? И вот на фоне этого у вас будут все страхи. Я скажу вам так, дорогие друзья, у нас сейчас в июле ушел в ретроградное движение Сатурн, но Сатурн у нас через 2 года зайдет в знак Тельца и будет идти по Тельцу. И это очень хороший момент приобретения такого мощного, массивного объекта недвижимости, которого вы всегда хотели себе позволить для той самой мощной, интересной жизни. Это касается сейчас всех Тельцов. И где-то через 2-3 года Сатурн будет идти по второй декаде Тельцов. Через 2 года это будет первая декада Тельцов. Через 3-3,5-4 года это будет третья декада Тельцов. Поэтому, если вы, дорогие мои, где-то опечалились, что вы за последний год-два что-то в своей жизни потеряли, не надо волноваться. Надо просто брать сейчас все свои силы со своими страхами, переживаниями, разбираться. Это касается сейчас и тельцов второй декады, и тельцы третьей декады. То есть, если вы решили стоять на месте и переживать и волноваться, не надо так делать, потому что Лилит со Скорпиона в сентябре перейдет в третью декаду и будет делать оппозицию к Солнцу тельцов третьей декады. То есть, здесь вам опять будет страшно, вы опять будете волноваться, здесь опять вы будете малодушничать. И здесь история того, что, ой, да лучше я сделаю 3 шага назад, чем 1 вперед. А надо делать 5 шагов вперед и потом думать, что же с этим делать. Почему все-таки нам так было страшно, а может быть это вау, так интересно. И нужно пробивать все свои страхи, разрушать и идти вперед. И вы сейчас мне скажете, почему ничего не говорю про тельцов первой декады. Сейчас, ребят, скажу так, как скажу. И да, этот август, ребята, у вас начинается, конечно же, ретроградный Плутон идет. И делает, к сожалению, квадратуру к тельцам первой декады. Ребят, здесь про что? Про что? Здесь про движение вперед, однозначно факт. Здесь про ускорение 100% это так. И если в этом июле вы не ускорялись, то у вас
август будет еще на движение вперед, потому что Юпитер, вот он заходит, конечно же, в рак, да, во вторую декаду, но все-таки делает еще потрясающий секстиль к Солнцу Тельцов первой декады. Здесь, конечно же, оптимизм, расширение границ, здесь, конечно же, хочется большего, и это совершенно нормально. И понимаете, что на окончание периода ретроградного Меркурия, это 11 августа, у вас будет Меркурий в оппозиции с Плутоном. Здесь история отношений, здесь история коммуникации. Постарайтесь вот первые 2 недели августа, да, у Тельцов первой декады немножко по-другому, да, идет разговор про август, потому что, ну, ребят, вот так нужно сказать. Будьте аккуратны в коммуникациях, будьте аккуратны за рулем, будьте аккуратны в договорах, потому что если у вас будут какие-то мощные сделки проходить, это очень хорошая история на самом-то деле, но здесь нужно уметь эту историю выдерживать. Естественно, скажу вам, что паника, страх будут одолевать, не пасуйте. У Тельцов первой декады сейчас очень мощная история подъема вверх. Плутон, когда делает квадратуру, это не для того, чтобы опустить вниз, это для того, чтобы закалить характер. И эта история очень сильно важна для того, чтобы подняться на новый уровень в финансовом плане 100%. Тельцы первой декады себя плохо уважают, если они не достигли определенного уровня финансов в своей жизни. Это такая очень фундаментальная история. Естественно, у вас сейчас Плутон идет для того, чтобы у вас раскачать вот эту такую мощную, интересную историю. Да? Конечно же, август еще у вас будет под эгидой любви, отношений, Венера будет идти по раку. Поэтому здесь хотите встречайтесь, хотите любите, захочется вам покупки какие-то сделать, тоже хорошо. Но понимаете, сейчас у вас такое статичное настроение, это неплохо. Это вас дисциплинирует, поднимает на новый уровень. И не нужно ждать какого-то определенного момента, чтобы жить. Здесь не нужно находить какой-то такой, вот я сейчас вот это вот все сделаю, перелопачу, и тогда мне станет хорошо. Нет, аспект Плутона, он долгий. Это реально месяца на 4. То есть аспект пришел, и он стоит, вот к Солнцу стал, и мы думаем, так, а почему нам так тяжело? А почему нам нелегко? А почему обстоятельства, вот все на нас навалилось? Навалилось, потому что вы в силах это разгрести. Потому что вы способны закрыть все то, что не имеет никакого стимула к развитию, все то, что уже отжило, все то, что пора далеко закинуть в долгий ящик. И это такая, знаете, абсолютно нормальная история, которую нужно просто понять. И здесь нужно, ребята, идти двигаться вперед. Конечно, конечно, если вы идете вперед, зарабатываете деньги, то здесь у нас, скажу так, в конце июля складывается в небе потрясающая конфигурация. Плутон в большом трине с Ураном, все это в классных аспектах к Сатурну и Нептуну, это конфигурация на заработок больших денег. Она у нас будет до конца 2025 работать, будет влиять вообще на всех, у кого эти планеты активны в натальной карте. И 100% все эти люди, я уже все это давно посмотрела, рожденные с 1960 по начало 1990-е года, у всех, у нас, у вас, у меня, у вас, у нас, у наших родителей. То есть есть этот аспект, это Плутон в трине, в секстиле, извиняюсь, с Нептуном. Это аспект на очень большие деньги. Когда мы можем иметь очень много денег. Но нам про это, к сожалению, никто не говорил, но мы все подсознательно живем и понимаем, что почему-то как-то нам надо жить-то получше, да, как-то нужно чего-то достичь ради себя, ради этого поколения, ради наших детей, да, то есть нам просто нужно жить хорошо. Так вот, я вам говорю, что у нас в конце июля складывается вот эта конфигурация, которая как бы всем говорит, что надо жить хорошо, и достигайте. То есть у нас этот август начинается с очень мощных раскрытия амбиций. То есть июль мы немножко вот так провисаем. В августе мы начинаем очень четко и трезво понимать, что мы стоим на ногах, что те проблемы, которые у нас есть, спасибо им, мы их заслужили. По большей части очень сильно это относится
ну, если в сложном таком мощном ключе к тельцам первой декады, у тельцов второй декады эта профессиональная история идет на таких очень приятных, гармоничных аспектах Юпитера, сами прекрасно понимаете. Ну и ретроградный Меркурий, он тоже не самый сложный из аспектов, понимаете, планета. Ну а тельцы третьей декады от Урана еще не совсем отошли от всех этих изменений. Но я вам просто сейчас говорю, что те изменения, которые в вашей жизни случились, что здесь не нужно опускать руки. Здесь нужно наоборот выдохнуть, вот сейчас в июле, и начинать подниматься. Начинать подниматься уже вот с начала августа и идти вперед. Потому что аспекты будут хорошо заточены на, вот если мы цель себе поставили, мы идем, мы понимаем, мы трезво, здраво на это смотрим, мы коммуницируем, мы общаемся, мы решаем свои вопросы, проблемы, ставим новые задачи, и тогда у нас, понимаете, весь август, грубо говоря, да, вот если вот так вот сказать, по аспектам, у нас 9 августа полнолуние, полнолуние в Водолее, мы не захотим все бросить и уйти, да, мы нацелим себе план на будущее, и мы прям в это будущее четко пойдем. Да, будет максимально страшно, конечно, тельцам второй декады, но, ребята, не бойтесь настолько для того, чтобы вас это останавливало. Наоборот, это должно вас подвигнуть, идти, двигаться вперед. Тельцы первой и третьей декады, но вы уже должны идти вперед, ребята, обстоятельства вот так вот заставляют идти, да. И тогда у нас получается, что у нас с этого полнолуния 2 недели в августе до начала нового лунного цикла. Он у нас начинается 23 августа. До этого момента у нас на небе Венера, ваш управитель, дорогие мои тельцы, единственный, будет в соединении с Юпитером. И здесь вот кто на что горазд, кто как пришел к этому периоду момента вот до 20 августа, до 21, вот только 22 начинается уже омрачаться вот эта история, да, но у нас почти 2 недели активности, яркости в любви. Мы получаем финансы, они к нам хорошо идут, либо мы их просто тратим, понимаем, на что они нам идут, мы вкладываемся в финансы. Кто-то захочет путешествовать, как, например, это тельцы второй декады, и вам вообще, в принципе, полезно. Кто-то захочет уйти в закат, не надо так делать, тельцы третьей декады. Будьте аккуратны, стойте на ногах, имейте фундамент и почву, и понимайте, что нужно идти вперед. Желательно договариваться со своими вторыми половинками, если трясет. Поругаться еще успеем, но у нас впереди очень много событий, когда выживать вдвоем легче и зарабатывать те самые свои деньги, которых вы идете, гораздо проще вдвоем. Поэтому здесь будьте аккуратны все-таки, когда вам захочется на аспекте Урана все-таки вот сказать: я устал, я ухожу. Тельцы первой декады, ребята, только подъем, только наверх, максимально на этих сложных аспектах зарабатываем денег еще больше, то есть выстраиваем вот так свой август. И да, скажу, что новый лунный цикл начинается 23 августа, это будет новолуние в Деве. Можно сказать, вот и лето прошло, на самом-то деле, да, здесь начинаются уже другие аспекты. Солнце с Луной будет в квадратуре с Ураном, Венера будет в оппозиции с Плутоном, когда реально мы четко вот к концу августа, последняя его неделя, сядем и подведем итоги. Максимально, что же мы сделали, к чему мы пришли вот в этот самый момент. И здесь, если кому-то покажется, что вот как-то в жизни достигли не того, чего хотелось, и если вы руки не начнете опускать, начнете наоборот выстраивать план, делать работу над ошибками, это будет очень даже хорошая история. У тельцов первой декады не надо ругаться с близкими, с любимыми, не надо выходить из отношений на фоне неустойчивой работы, карьеры и прихода финансов, потому что этот аспект всего лишь на неделю, последнюю неделю августа, потрясет. Потом аспект расходится, и вы перестанете ругаться. Ну, потерпите неделю, можно сказать, и все. Там потом другие будут аспекты. Сентябрь закрутится вот так вот, просто водоворот. Тельцы второй декады. Здесь, конечно же, уже ушел ретроградный Меркурий от вас, да, он уже не ретроградный, он уже директный. Опять вспоминаются вопросики начала августа. Не надо на них реагировать в конце августа, поднимать эти неприятные для вас вопросики, просто с ними нужно разобраться, в голове у себя их понять,
Почему они снова появились? Не потому что человек вы плохой, нет, потому что нужно с этим разобраться. Как я говорю, самая сложная работа – это не реагировать. Не реагировать на внешние раздражители. Нужно понять, почему же вы на это реагируете, и пойти дальше. И тогда ваши страхи перестанут вами владеть. Вы будете ими владеть, и в любой ситуации, когда вы будете понимать, что вы, оказывается, сейчас не прожили ту жизнь, которую вы хотите, а у вас август и конец августа должен быть на подъеме. То есть вы должны в карьере развиваться, максимально у вас должно идти, у вас должно наоборот вот прям такой подъем быть. И если вы понимаете, что к концу августа вы на стопе стоите или наоборот просели, быстренько все свои страхи вытаскиваем, потому что у тельцов второй декады все должно быть хорошо, отлично. Вытаскивайте свои страхи. Тельцы третьей декады, здесь, ребят, скажу, что отдыхайте. Можете сделать себе такой отдых, расслабление, гуляние, свидание. Хорошее время, кстати, для этого. Венера будет в прекрасном секстиле. Ходите на свидание, отдыхайте. Хорошо проведите последнюю неделю августа. Просто отдохните. Просто насладитесь этим моментом, потому что дальше у нас начинается сентябрь. И я забегаю, конечно, вперед. У нас 23 августа новый лунный цикл. Да, вот он вот такой четкий, который перевернет очень сильно нашу жизнь, потому что новолуние будет в квадратуре с Ураном. У нас в начале сентября, немножечко, чуточку забегу вперед, чтобы вы просто понимали тенденции сентября и как сильно с августа на сентябрь переключится наша жизнь. С 1 сентября у нас Сатурн возвращается обратно в Рыбы, понимаете, да? Но вернется продуктивное начало, активное действие тельцам, как раз таки третьей декады. Я поэтому вам и говорю, вот прям с начала сентября вам захочется что-то делать, вы включитесь, и у вас будет здесь все хорошо, да. Тельцы второй декады. И здесь главное, смотрите, не начать ругаться с близкими, не делать каких-то неадекватных действий, потому что Юпитер становится максимально в квадратуре с Марсом. Когда мы, если мы не реализовались к этому периоду, мы начинаем скандалить и предъявлять претензии своим вторым половинкам, на работе коллегам, вообще всем, кто нас окружает. И первая неделя сентября пройдет в таком ключе. А потом у нас сразу коридор затмений, понимаете, да? Тельцы первой декады. Здесь, конечно же, ребята, я не скажу, что все будет как-то плохо, наоборот, коммуникация пойдет лучше, Меркурий перейдет в Деву, и будет хорошее такое продуктивное начало в работе документационной, с делами, то есть все будет складываться тоже неплохо, то есть хорошо, планеты будут подтягиваться для того, чтобы профессионализм вас выровнять, поднять наверх. Ну и все-таки, ребят, понимаете, тельцы первой декады, потому что скоро кармические узлы все-таки будут подтягиваться к первой декаде Рыб, и вопросики кармические у вас уже будут возникать. Конечно, они к концу года будут очень сильно раскрываться, но уже сейчас они будут появляться. Почему? Потому что коридор затмений. Вот первая неделя сентября, она сразу такая, движение, активность. Неважно, в какой части планеты вы живете, будьте аккуратны, потому что Меркурий будет еще в квадратуре с Ураном. То есть скорости такие быстрые пойдут, понимаете, о чем я говорю? Мы очень сильно изменим это. И у нас 7 числа коридор затмений начинается. Я, конечно же, запишу еще гороскоп в августе про сентябрь и про коридор затмений, но это эмоциональный момент в наших с вами жизнях, повлияет очень сильно на тельцов второй декады, очень сильно, ребят, на вас повлияет. Тельцы третьей и первой декады получат такие определенные осознания, как же двигаться вперед, и это не хорошо, не плохо, это данность. И я все-таки хочу, чтобы вот этот август прошел у вас продуктивно, чтобы вы не останавливались, не опускали руки, не думали, что вы недостойны, что у вас не получится. Ребят, все получится, если делать, потому что основная история результата – это действие. И основная история заработка денег – это тоже действие. Основная история построения отношений – это нужно про это говорить, это нужно делать и брать на себя ответственность. Это тоже нужно делать, это нужно понимать. Понимаете, просто так ничего не бывает. Ну, то есть по большой такой любви все это сделать очень редко бывает, и это такой уровень достигать. И я вам так скажу, что это осознание приходит уже к старости, я вот так скажу, в более зрелом возрасте. Но
хочется-то сейчас, меня смотрят люди от 25, поэтому если вам хочется сейчас уже двигаться, не останавливайтесь на месте. Я понимаю, что штормит, сейчас всех штормит, у нас такой год перестройки, и это момент, когда нужно в связи с этими изменениями планет свою жизнь настроить. И я вам говорю, что у вас все получится, и в этом августе он будет очень хороший, очень прорывной, если действовать. После этих гороскопов ежемесячных выйдут финансовые гороскопы. Для Тельца еще не вышел. И следом в этом июле я обязательно запишу финансовый гороскоп для Тельца, для того, чтобы понимать, как же зарабатывать деньги, для того, чтобы все-таки эту осень и зиму использовать как нам нужно. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. И я желаю просто вам продуктивного и потрясающего августа. Он должен у вас сложиться очень хорошо. Ну и в конце по классике актуальные ролики, естественно, да. Ну и отвечу на ваши вопросы в комментариях. Я надеюсь, они у вас есть, остались. Если нет, тогда вперед выполнять, идти вперед своим тельцовским продуктивным путем, только вперед. Не сдаемся. Ну и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.